Дело номер 3. Эффективное оружие. Часть 2. Ведьма и старик. Крошечный светлячок выскочил из пинцета и стал плавно опускаться вниз, словно пушинка. Олег, как завороженный, смотрел на плавное падение светящегося комочка, забыв о боли. Наконец свет достиг пола. Через секунду раздался оглушительный треск, разряд ярко-синего света ударил Олега в грудь и отбросил к стене. Тот с грохотом упал на пол. Изо рта пошла пена. Глина на подоконнике стала резко менять цвет и мерцать, словно северное сияние. Затем резко дернулась в сторону окна, которое с грохотом разлетелось на мелкие кусочки. Потом комок глины подлетел к лежащему на полу Олегу, посветил на него нежным голубым светом и стремительно умчался в разбитое окно на улицу. Соседи снизу, не сумев дозвониться в дверь, вызвали скорую помощь. Приехали спасатели и взломали дверь. Когда попали в квартиру, Олег без движения лежал на полу, без признаков жизни. В комнате был запах горелого мяса. «Да у него дырка в груди прожжена», – закричала одна из медсестер. Позже на вскрытии выяснят причину смерти. По анализам крови похоже, что его отравили каким-то неизвестным ядом. Но кто прожег дырку в груди и зачем? Труп парня отвезли в морг. Вечером его решил осмотреть патологоанатом. Он поругался дома с женой, выпил и ушел туда, где на него никто не кричит. Он надел халат, налил немного спирта в стакан и поднес его ко рту. «Дядя, а что здесь так холодно?» От неожиданности врач уронил стакан. Тот с грохотом разбился о кафельный пол. С одной из каталог на него смотрел парень, который должен был бы быть трупом. Судя по записям, у него дырка в груди и сильное отравление неизвестным ядом. Через час Олега уже обследовали в реанимации. На удивление медикам, его организм резко шел на поправку. У большого дуба в лесу лежал небольшой сверток. Из него лился нежный голубой свет. Рядом с ним стоял худощавый старик в плаще. «Что, опять не получилось?» – спросил старик. Сверток ответил морганием света и потух. «Да, жалко парня. Столько дел хороших мог сделать». Старик вздохнул. Сзади послышались легкие шаги. По тропинке бежала девушка в спортивном костюме. «Извините, девушка, который час не знаете?» – спросил старик у девушки. Девушка остановилась и подошла к старику с улыбкой. «Конечно знаю, старик. Твой последний». От милой девушки не осталось и следа. Перед стариком стояла горбатая старая женщина с гнилыми зубами, седыми волосами, длинным носом и вытянутым подбородком. На ней была надета черная накидка с капюшоном на голове. Старуха протянула свои крючковатые пальцы к старику. Тот схватился за сердце и стал тяжело дышать. Глина под дубом замерцала синим светом и стала слегка потрескивать. «На, попей водички, поможет». Старуха с мерзким смехом протянула старику бутылку с водой. «Ведьма! Наконец-то!» – с облегчением сказал старик и щелкнул пальцами правой руки. Через минуту все было кончено. Рядом с дубом стоял крепкий мужчина в костюме. Его черные волосы были слегка тронуты сединой. Перед ним лежала кучка пепла, которая недавно была ведьмой. В руках мужчина держал сверток с глиной. Рядом стоял пакет, в котором аккуратно лежали сложенный плащ и парик. Мужчина достал из кармана телефон и набрал номер. «Алексей, это Владимир Сергеевич. Дай там нашим отбой. Ведьму я устранил. Все за вас приходится самому делать». Ладно, шучу. Готовь там место для новенького. Паренек вроде неплохой. После всего пережитого мы просто обязаны его взять к себе. Можно сказать, на живца ловили ведьму. Если бы не он, мы бы еще долго ее вычисляли. Я пока в больницу к нему, туда и приезжайте. А я пешочком пройдусь. Все, отбой». Владимир Сергеевич убрал телефон в карман, взял пакет с вещами и вышел из леса. Хорошее оружие наши спецы придумали. Эффективное. Как там девушка говорила, одних лечит, других калечит. Как в воду глядела. Ну да, она же ведьма. Тьфу ты. Нюх у них поразительный на хороших людей. И чужие мысли читают. Даже мои. А парнишку мы всему научим. Мысли у него хорошие, правильные. Рассуждал по дороге отставной генерал, а сегодня начальник секретной группы для выполнения заданий особой важности. Владимир Сергеевич подходил к больнице. Там уже стояла оперативная машина. Рядом с ней он увидел двоих ребят. Это были Алексей Плахов и Женька Черных, неразлучные друзья. А ведь и они когда-то начинали с нуля. А сейчас я им могу любое дело доверить. Вон как они с Химерой расправились недавно. Молодцы. Да и дел таких, судя по всему, в ближайшем будущем будет еще немало. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.